Всем привет! Сегодня попробую показать, как я работаю над экспресс-проектом с самого начала до самого конца. Это очередная задача от моих партнеров компании Starkwood. Они попросили подкорректировать уже выполненный их архитекторами небольшой проект гостевого дома. Давайте посмотрим, что получается. Начинаю я практически всегда с набросков, если это существующий дом, по фотографии, либо вот как здесь, когда мне прислали визуализацию, выполненную архитектором, я буду пробовать определить задачи для себя, ну и найти какие-то ошибки, если они есть. В принципе, дом выполнен неплохо, но, на мой взгляд, архитектор упустил возможность сделать его чуть более выразительным. Вот сейчас попробуем обозначить задачи. Ну, из задач, вот смотрите, немножко не очень хорошо решен цоколь, то есть непонятно, почему у меня стойки вертикальные упираются прямо в землю. Так, наверное, не бывает. То есть нам нужно будет показать в нашем проекте плиту основания, на котором будет стоять дом, и, собственно говоря, попробовать сделать из этого выразительный элемент. Дальше немножко расхлябанно решены ступени. Ну, то есть это просто плиты. На мой взгляд, можно было бы сделать их чуть потоньше, не показывая конструкцию лестницы, но при этом сделать чуть более воздушными. Из вопросов, которые еще возникают, следующий. Конструкция террасы. Я не очень понимаю, как здесь будет организована крыша над верандой, которая будет закрыта. Проливная доска или скатная кровля. Ну, в общем, здесь нужно будет подумать. Судя по тому, что балкон огражденный у нас не выходит сюда на веранду, то здесь, наверное, имело бы смысл сделать кровельку такую скатную, для того, чтобы упростить себе жизнь потом в эксплуатации. Следующий вопрос. Вот эта кровелька, которая не является перголами, соответственно, с нее нужно организовать как-то водосток и понять, на чем у нас висит этот угол, потому что вот так как исполнено, честно говоря, я не уверен, что это можно реализовать. Ну, наверное, да, вот эту длинную балку можно зажать консольно, но я боюсь, что этого будет недостаточно. Угол будет провисать, и вся конструкция будет шевелиться. Дальше. Поскольку это здание будет фахверковым, то я бы показал чуть поярче конструкции. Зачем нам зашивать кровлю, если мы сможем показать балки и обрешетку и сделать из этого, в общем, хороший визуальный акцент. Ну, соответственно, этот же момент появляется и здесь. Ну и вообще с самой конструкцией кровли можно подумать. Просто показать ее конструкцию, то, как это будет реализовано, и на этом сделать визуальный акцент. Я думаю, что у меня это получится. Вот здесь не очень аккуратно решена решетка. Вопрос, нужна ли она там вообще, почему она вот так, эти палочки проходят на стену, вот сюда, вот здесь, видите, там, на заднем плане. По главному фасаду, вот по этой части тоже есть вопросы. Поскольку мы работаем с фахверком, то, наверное, имело бы смысл конструкцию фахверка показать поярче. Это можно будет сделать. Соответственно, фронтон точно совершенно будет решен не так. И после того, как я разберусь немножко с внешним видом, подумаю, чего с этим делать, я начну, естественно, собирать здание с опорных конструкций. Вот, ни в коем случае не пытаясь их спрятать. Фахверк достоин того, чтобы его показывать. Ну, попробуем следующий ракурс, посмотреть, что у нас выходит. Вот, это, видимо, один из входов в здание, это обратная сторона. Тоже здесь есть некоторые вопросы. Ну, вот. Сейчас, извините, я переключусь на слой, который мне доступен для работы. Ну, вот здесь, да.
Вот опять архитектор делает ту же ошибку, о которой я говорил в прошлый раз. Да, у нас зачем-то для чего-то появляется опять акцент на вертикальные элементы, хотя здание достаточно компактное, и мне кажется, что здесь все-таки нужно подчеркивать горизонт. Вертикальными фрагментами у нас будут работать окна, их довольно много, и они будут, в общем, очень значимым элементом. Дальше я, скорее всего, вытащу вперед вот здесь свес кровли, потому что сейчас он, мне кажется, ну, во-первых, он не похож на тот свес, который у нас с обратной стороны, да, то есть они не симметричные, не одинаковые, мне кажется, это не очень хорошо. И вот именно на этом ракурсе не хватает немножко выпуска по всем сторонам. Соответственно, кровлю я попробую акцентировать. Ну и опять же покажу конструкции кровли обязательно. Здесь у нас совершенно точно появятся мощные стойки. Ну, прошу прощения за качество эскиза. Вот так на весу работать очень неудобно. Соответственно, вот тут появится рабочий элемент плиты основания. Плита у нас будет бетонная по ростверку и сваям. Покажу ли я сваи или нет, посмотрю. Высоко поднимать дом не хочется, поэтому не исключено, что плита, которая будет, вернее, ростверка, которая будет минимум 300 мм толщиной, скорее всего, он уйдет в землю. Ну вот, здесь мы смотрим, планируется 3 ступеньки, соответственно, 450 мм. Если ростверк у меня 300, ну вот 150 воздуха вот тут может быть. Насколько это нужно, не знаю. Буду рисовать, посмотрю, что получится. Уже когда буду собирать модель. Дальше, ну, наверное, стеклянное ограждение в деревянном доме не самый подходящий вариант. Во-первых, довольно тяжело ухаживать, убирать снег, палую листву оттуда, потом с балкона. Ну и плюс все-таки дерево у нас подвижное, какие-то микродвижения всегда будут, даже от ветра, поэтому стекло с такими конструкциями жить не будет хорошо. Значит, вот вопрос у нас вот здесь тоже по организации крылечка. Как-то оно очень так скупо получилось. Ну, тоже как минимум можно вытащить дальше свес, сделать его более активным, и фактически, может быть, этого и хватит. Ну, плюс, опять же, балки, которые держат у нас кровлю, я бы показывал. Ну, я на самом деле делаю для себя наброски, просто для того, чтобы потом в модели с этим справиться быстрее. Опять же, колонны у нас никак не могут опираться прямо в землю. Дальше, я не люблю отмостки. Вот такие, считаю это глупостью полной. Отмостки мы уберем. Подвала у нас нет, как таковая отмостка нам не нужна. Бетон, который у нас будет лежать фактически в земле, если мы отсечем его гидроизоляцией, то, в общем, можем воспринимать его как элемент природы, как будто вот мы строим на скале. Мы же можем строить себе дом на скале. Можем. Поэтому так и обойдемся. Ну, понятно, вот надо будет разобраться с этими мелкими элементами, с этими реечками. Не очень понятно, зачем они здесь нужны в таком большом количестве. Закрывать нам брус. Вот, скорее всего, по окошкам появятся элементы фахверка, вот такие. И вот здесь тоже сразу выскочила ошибка, да? Если нам делать стойку над стойкой, чтобы было бы хорошо, и пролить ее на второй этаж, то эти окошки разойдутся в плоскости. Наверняка нужно будет продлить эту стойку вверх. Еще раз прошу прощения за неаккуратную графику, но на весу рисовать действительно очень неудобно. Значит, вот такой же момент с этим фасадом будет. Да? Хорошо бы не опирать на окно такой массивный элемент. Соответственно, вот здесь появится стойка, и разбивка нижнего окна тоже будет такой же, как наверху. Ну, по крайней мере, совпадать. Плюс, наверное, мы сможем этот элемент как-то использовать. Дальше возникает вопрос. Нам нужно будет делать диагональные затяжки по конструкции, по несущему брусу. Я, с одной стороны, могу их спрятать внутри здания, могу показать на фасадах. То
сделать такой честный фахер. Вот надо это или нет, не знаю. Наверное, все-таки нет. Будет слишком агрессивно. Поэтому, наверное, все диагональные элементы жесткости мы спрячем внутри. Так, ну с этим ракурсом, наверное, все. Вот. По пропорциям мне кажется, что немножко здесь, из-за того, что этажи одинаковые, первый этаж кажется таким маловатым, легковесным. Но, опять же, если я вытащу плиту, здесь я покажу и подниму этаж, то, может быть, это выровняется. Либо, если нет, то вот эту балку обвязочную на втором этаже я, наверное, опущу чуть пониже, потому что все-таки первый этаж по архитектонике должен быть более выразительным, более крупным. Ну вот, может быть, здесь вытащим еще заодно козырек пергола дополнительный над балконом. Такой простенький прием, но достаточно эффектный. Буду ли я вытаскивать эту балку далеко вот сюда, назад, на фронт? Не знаю. Может быть, одну из продольных элементов несущих мы как раз обопрем на консоль. Ну вот, как-то какие-то такие мысли. Ну, здесь можно, да, действительно вытащить вперед и сделать такую общую опору. Так, вот я уже увлекся рисованием. Этот процесс остановить сложно. Ну вот, можно попробовать, если все-таки мы здесь эти горизонтальные элементы акцентировали, что получилось. Не знаю, насколько вы видите, что получается. Я уже, в общем, погрузился в проект, поэтому все это для меня кажется очень простым и понятным. Да, наверное, угол мы тоже спрячем, но не за вертикальные речки, а может быть добавим просто горизонтальный дус. Посмотрим, не знаю. Еще не знаю. Вот здесь сложность у нас есть две елки, которые нужно оставить. И они, в общем, мешают нам немножко работать с кровельками. Но опять же, думаю, что это не самая большая проблема. Итак, идем к следующему ракурсу. Будем смотреть, что у нас получается дальше. Так, добавим слой для работы. Так, ну вот здесь все те же вопросы, о которых я говорил на первом кадре. Да, такая очень массивный стилобат из ступени. Наверное, все-таки его лучше облегчить такими тонкими элементами. И, наверное, все-таки ступеньки доводить до стены здесь. Мне кажется, что вот тут, наверное, имеет смысл и открытую часть, это главный вход у нас, накрыть. Потому что, ну, при подходе к дому, наверное, не хотелось бы оказываться под снегом и дождем. Поэтому вот этот навес, он станет побольше. Однозначно станет побольше. И вот тут сразу возникает вопрос, может быть, нам все-таки его накрыть небольшой скатной кровелькой, да, и, в общем, упростить себе в дальнейшем жизнь. Просто продлить тот же угол. Либо развернуть. Может быть, и развернуть. Посмотрим. Хотя нет, наверное, все-таки будем работать в одном направлении, поэтому вот так. Вот, и всем станет жить гораздо легче. Мы совершенно спокойно находимся вот здесь, на открытой части, которая от ветра не закрывается. Но, тем не менее, у нас не сыплется на голову ни снег, не льется дождь. И у нас нет никаких проблем с защитой от ветра, и, может быть, даже в дальнейшем утеплением вот той открытой веранды. Ну и, мне кажется, так образ будет чуть более выразительный, поактивнее станет работа наших деревянных конструкций. Вот надо будет разобраться вот с этой частью. Здесь, наверное, я бы сделал что? Скорее всего, вот так у нас все-таки будут стоять балки. Вот тут, наверное, оставим брус, так как он и работает, как он и будет виден.
так как он будет работать. Здесь у нас пойдет плита, может быть там будет видно сваи борно-бедные, то есть вот такой легкий элемент. Уберем обязательно дикую отмостку. И вот здесь может быть мелкой, то есть вот ту же рейку используем меленькую, но просто поменяем направление. Во-первых, монтировать легче, потому что на стеновой брус мы посадим вертикальную обрешетку, и нам нужно будет только аккуратненько набить реечку. Соответственно, вентиляция конструкции будет хороша, и визуально мы, наверное, получим достаточно эффектный элемент. Буду я использовать рейку либо доски, как в прошлом проекте для Старпута. Не знаю, может быть, наверное, доски елочка, потому что будем считать, что это такая будет уже фирменная фишка для этой организации. Вот. А вертикальные я бы, наверное, лучше использовал на фронтоне, потому что на фронтон поднять брус стеновой в фахверке будет очень-очень сложно, такая адовая работа. Если задаться, конечно, такой задачей, ее можно реализовать, но я не понимаю, зачем нам нужно будет уродоваться, и нам, и строителям, потому что фронтоны все равно будут явно в каркасном исполнении. Соответственно, дальше вот здесь вытащим еще немножко кровельку, вот чуть-чуть, да. По метражу нам не жалко, а для образа это будет очень большим подспорьем, как мне кажется. Очень большим подспорьем. Ну и, соответственно, на самой верхней кровле то же самое. Чуть-чуть. Нам никто не мешает отойти от наших опорных элементов хотя бы на метр. Ничего страшного в этом нет. Зато мы получим гораздо более интересный вариант. Ну вот тоже вот здесь надо будет думать с этими перголами. С этими перголами оставлять на столбе, либо все-таки, если мы ставим балку здесь в полдерева, то, наверное, имеет смысл немножко вынести тоже. Функционала никакого нет, но мне кажется, так будет лучше, потому что опора вот тут появится обязательно, и втыкать его прямо в угол, может быть, не очень хорошо. Вот. А так у нас будет хороший легкий навесик. Так, ну что здесь, наверное, все. Вот немножко прикрыто у нас вот тут плющом доска наша, наш стеновой брус. Ну, опять же, да, сам стеновой брус нам дает ощущение горизонтали. Добавлять здесь доску, не знаю, нужно ли здесь где-то вводить рейку под окном. Не знаю, когда соберу свою модель, уже, видимо, решу там. Ну, может быть, все-таки добавим мелкую доску, потому что вот тут перед входом хочется каких-то более таких спокойных, тоненьких, маломерных элементов, потому что стеновой брус элемент все-таки достаточно крупный. Вот, ну, как-то так. Здесь у нас типа финского остекления безимпульсного. Посмотрим, что будем ли мы его менять на что-нибудь другое. Вот. Ну и с входной группой смотрю отдельно. Ну, в принципе, как бы никаких особых претензий нет. Ну, просто покажу, где будет открывание. То же самое касается окон. Да. Видимо, здесь у нас часть окон будет открываемая, фрамуги. Здесь, наверное, одного окна на открываниях. Вот здесь, очевидно, у нас дисбаланс между свесами. То есть вот тут очень длинно. Здесь очень мало. Вот здесь, по-моему, тоже очень мало. Я бы сделал их одинаковыми. Почему это не приходит архитекторам в голову сразу, я не могу сказать почему. Я не могу. Это, по-моему, очевидно.
вещь, вот, и сразу это будет не просто шляпой казаться, да, а таким полноценным архитектурным элементом. Ну вот, просто же, да, просто взять и уравновесить. Ну, соответственно, да, он немножко вылезет у нас. Вот. А дальше надо будет вот тут, как я подумал, мы, скорее всего, эту балку вытащим вперед сюда. Вот, функционала в этом, видимо, нет. Хотя нет, тут у нас есть балкон. Давайте накроем балкон. Вот мы и оправдали функционально этот элемент. Будет там пергола либо навес, не знаю. Можем и так сделать. Вот. По-моему, так будет лучше. С этим окошком, ну, наверное, нам проще подрезать на втором этаже и стойку оставить здесь. Так, с вторым этажом, как сказал, немножко приподниму первый, соответственно, для того, чтобы уравновесить здание, чтобы придать правильные тектонические характеристики, немножко вытащим цоколь, сделаем чуть шире, чем здание, тоже просто для красоты, для тектоники, не более чем. И здесь надо будет разобраться. Стойка у нас, скорее всего, появится и здесь, и по углам у нас будут достаточно массивные элементы основного несущего каркаса. Буду ли я использовать квадратные 200 на 200 стойки, либо 200 на 400 или на 300, не знаю. Наверное, мне нравится, когда они все-таки не квадратные в плане, а прямоугольные. Это дает пластику дополнительную. В каком направлении? Ну, наверное, вот в таком направлении будут располагаться стойки 200 на 400 квадратные. А фронтон, да, точно совершенно заберем вертикальной речкой, как я люблю, вот таким вот образом. Одна плашка горизонтально становится плоской, вторая. Так, и следующая, погнали. Реки 20 на 40 крепится, и получаем очень простой, но эффектный элемент. Отделку фронтонов. Почти всегда это использую. Очень здорово. Ну и плюс он будет хорошо сочетаться с конструкциями кровли, которые мы подчеркнем, потому что балки, стропильные ноги я обязательно оставлю видимыми. Это красиво всегда. И очень часто даже в своих проектах, когда я кровлю скрываю за подшивой, то в ходе стройки мы принимаем решение оставить их. Ну, вот лобовую доску, наверное, все-таки закроем. Но там у нас еще будет видно решетку. Вот ее мы тоже оставим. Будет очень здорово. Будет очень здорово. Очень хочется вот здесь добавить окно. Посмотрю по функционалу, нужно оно там или нет. Но почему-то очень хочется. Хотя, вот не будет ли это скучно? Так вот, 3 одинаковых окна. Не знаю. Так, ну, здесь, наверное, все. Посмотрим, проверим, все ли ракурсы мы прошли. Ну, да, мы, наверное, хотя бы здесь, по-моему, мы не работали. Или работали? Нет, работали. Ну, давайте попробуем все-таки, подумаю насчет деталей здесь. Насчет деталей. Значит, о чем мы говорили? О том, что мы продлим вот здесь эту балку. Накроем все-таки всю территорию этой террасы. И закрытую от ветра, и не закрытую.
И думали, что, может быть, мы здесь сделаем кровельку. Как раз по уровню ограждения. Будет, конечно, сложновато конструктивно, потому что потом как разойтись с ограждением, я пока не очень понимаю. Может быть, эта идея и не пройдет. Хотя визуально, мне кажется, будет неплохо, ну и достаточно просто организовать, вот как накрыть подъем, как нам защитить его от осадков, потому что в балке, которая здесь, наверное, 300 миллиметров, я не знаю, как я спрячу кровлю, что это будет, потому что мне же еще нужно организовать там настил, по которому мы двигаемся, поэтому пока больше вопросов. Но надеюсь, что я это реализую уже в модели. Так, немножко здесь тоже вытаскиваем. Хочется и сюда продлить, но это совершенно не нужно. Так, стоп. Извините, я уже наврал. Я же здесь вытаскиваю тоже вперед над балконом в том числе. Поэтому да, все у нас получится. Все будет хорошо. Ну и вот эта кровля тоже сразу заиграет вместе с этим навесиком. Мне кажется, будет более музыкальная схема получится. Более музыкальная схема. Думаю, если практиковаться почаще, работать с этим планшетом, то, наверное, будет получаться лучше по графике. Сейчас рука, конечно, немножко устает. Но либо его можно было бы, наверное, положить, чтобы было бы правильнее. И качество графики было бы лучше. Но мне сейчас важно не качество графики. Мне сейчас важно понять, что я со всем этим буду делать. Здесь, наверное, оставляем первого. Здесь у нас будет кровля. Тоже немножко увеличенный вылет. Ну вот как-то так. Наверное, постороннему зрителю это мало о чем говорит. Шаманство это. Но мне достаточно. Мне нужны наброски для понимания общего характера здания и тех изменений, которые я буду вносить. Со скетчбуком, наверное, все с набросками. Сейчас перейдем к работе в Архикаде. Так, а вот сейчас будет, наверное, попытка решить самую тяжелую здесь задачу. В чем смысл? Видите, у нас теплый контур, вот ограничен. А здесь у нас начинается балкон. Соответственно, плоское перекрытие в деревянном доме над теплым контуром. 30 сантиметров в балке мне явно не хватает на то, чтобы устроить там инверсионную кровлю, либо какую-либо еще. То есть я пока не понимаю, как эту задачу решить. Соответственно, мне либо придется убирать к чертовой матери вообще здесь балкон, что, наверное, нехорошо, поскольку такового задания либо. Вот в этой части, где у нас на первом этаже, что у нас на первом этаже, сейчас отрезим второй. Так, ну вот видите линия теплого контура. Сейчас, наверное, я даже кину штриховку для того, чтобы было видно. То есть у нас вот эта вот вся часть. Вот вся вот эта часть должна быть решена как плоская кровля. Ну, даже еще и больше. Еще и с выступом сюда. Но если тут
Вот здесь я могу это еще как-то решить. В данном случае я накрыл это скатной кровлей. Вот, смотрим. Тоже не очень хорошее решение, потому что при выходе на этот балкон получится такая затесненная достаточно ситуация. Мне это не нравится. Мне это категорически не нравится, то, что происходит. И вот чисто конструктивно я пока не понимаю, что здесь делать. Как же быть? Ну, вариантов несколько. Делать там скат, но вопрос куда? По уклону мы поднимемся достаточно высоко. То есть так низко я перекрытие опустить не смогу. Оставить это все на решение инженерам организации. Боюсь, что если я с этим не справлюсь, то и они не смогут. Соответственно, вопрос стоит сейчас очень и очень остро. Что с этим делать? Конечно, самое простое решение перекрыться. Но перекрыться вот этой маленькой кровелькой, которая сейчас у меня над террасой, мы не можем. Мы не можем. Да, загадка. Будем думать, будем смотреть, что там происходит. Да, задачка оказалась неожиданно заковыристой, поэтому сейчас попробуем в скетчбуке найти решение. Решение я вижу только одно. Ну вот смотрите, если мы оставляем в холодном контуре только веранду, то вот здесь надо будет сделать внутри два ската, чтобы свести воду. Соответственно, нужно будет попасть в какую-то щель между двумя балками. Вот тут появится еще один пояс дополнительный. Благо высота позволяет. Ну, то есть вот эти скаты, их не будет видно. Они будут за первой верхней балкой. Над ней у меня будет терраса. То есть вот это будет балочка обвязочная и вот верхняя. И за ней у нас будет такая двускатная кровелька. Воду выведем направо и налево. А со вторым этажом все-таки придется объединять кровлю, оставлять сведенную. И внизу делать просто веранду. По-другому я не вижу, как все это реализовать. То есть будут тоже вот такие панели с раздвижным остеклением, которое будет прикрывать нас от малейшего попадания осадков. И перекрытие вот там между холодным и теплым контуром надо будет делать очень-очень теплым. То есть, ну, вот такая будет летняя веранда у спальни. Другого решения я, к сожалению, не вижу. Потому что сейчас я переключусь опять в Архикад. Потому что реализовать сток воды вот с этой площадки я не могу. Я не понимаю, куда. А делать в этом доме еще внутренний водосток, ну, мне кажется, совсем какое-то безумие. То есть это неправильно было бы. Поэтому, ну вот так, значит, продолжаем работу в этом ключе.
Ну, похоже, я практически закончил. Так, вроде бы домик собрался. Получилась очень приятная веранда на втором этаже. Не знаю, насколько она будет используема в таком виде, но придется держать ее зимой, по крайней мере, закрытой. Иначе дождем и снегом заметет туда, откуда воду мы убрать не сможем. Вот здесь получилось решить вопрос с кровелькой. Сейчас покажу на разрезе. Все достаточно аккуратно получилось. Ну, конструкции я подробно не прорабатывал, поскольку это не входит в мою задачу. Но, тем не менее, общий смысл понятен. Вот, видите, настил. Под настилом скатная кровелька. Как раз выходим между двух балок. То есть водичка будет по кровельке сливаться в водосток. Вот. Ну, естественно, под настилом будут балочки. Под балочками кровли, под кровлей еще своя конструкция. Ну, так придется попотеть, но тем не менее это возможно. Такие конструкции раньше встречались очень часто на старых советских дачах и дореволюционных. Композиция получилась достаточно динамичной, мне нравится. Практически не пришлось, не практически, а вообще не пришлось прибегать к накладным элементам. Единственное, с чем я не справился, и это с этой частью. Сейчас попробую показать подробнее, что здесь происходит. Повернем солнышко. Вот так. В чем проблема? Наверху ванная, гардероб и окна завязаны на расстановку мебели. Внизу бильярдная, не знаю, я бы, может быть, эти два окна вообще не ставил, но, тем не менее, в исходном задании окна были и по той стороне, поэтому я все-таки решил оставить там проемы. Вот, такая активная вертикальная композиция здесь мне не нравится. Добавлять какой-то декоративный элемент просто ради декорации, честно говоря, не хочется, потому что получилось все достаточно чистенько, без лишних добавок, всяких украшательств, без лишних. И это мне нравится. Но здесь в углу растет две большие елки, поэтому с учетом этих деревьев, я думаю, что можно считать эту недоработку растительной. Хотя, может быть, я слишком строг. Давайте еще раз посмотрим, что получилось. Вернем солнце на наш эффектный вид. Ну, вот аккуратный гостевой домик, большая веранда возле кухни, огромная веранда у спальни на втором этаже и такая строгая, но выразительная форма. Завтра отдам специалисту по 3D-графике и посмотрим, что у нас получится в итоге. Надеюсь, все будет хорошо. Теперь давайте посмотрим, что получилось после завершения работы моего специалиста по 3D-графике. Домик очень аккуратный, лишних материалов я вводить не стал. Единственный акцент это может быть цвет наличников и импостов окон, который немножко выбивается из очень светлой колористики самого здания. Предполагается, что сам дом мы покрасим очень светлым, почти белым маслом, потому что он маленький, пластичный, и хорошо бы, чтобы в тенюшках мы видели текстуру дерева и не теряли ощущение деревянного здания. Особенности фахверкового здания я подчеркнул тем, что немножко вдавил стены внутрь каркаса. Ну вот на картинках это видно. В общем и целом домик мне нравится. Надеюсь, что хозяевам, которые будут в нем жить, тоже будет удобно и хорошо. На этом, наверное, все. Пока.